Окей, значит, сегодняшняя у нас с вами тема — это сила младших арканов Таро. Почему я назвал именно так? Дело в том, что считается традиционно, да, что старшие арканы — это как бы более сильные карты, младшие арканы — это менее сильные карты. В чем-то это есть. В чем-то есть в этом смысл. Однако, скажем так, не все так просто и с младшими арканами. Система в них тоже присутствует, и она, на первый взгляд, более отчетливая, более логичная, нежели в старших арканах. Старших арканов всего 22, и разместить их можно как нам нравится, как нам удобно. Мне удобно в соответствии с астрологическими соответствиями, да, в соответствии с астрологией, в такой зодиакальный круг. Об этом мы много с вами говорили на лекциях по старшим арканам. По младшим арканам вроде бы на первый взгляд все проще. 10 карт номерных, 4 масти и, соответственно, 4 по 4 придворные карты. Некоторые их называют характерными, некоторые их называют, ну как сказать, картинками, да, еще так. Тоже это наследие цыганского Таро, да, скажем. Так, но по сути это придворные карты, потому как они отображают структуру двора. У нас присутствуют пажи, у нас присутствуют рыцари, королевы и короли. Это 4 необходимых составляющих в любом обществе. Ну и, соответственно, 4 стихии у нас позволяют наделить характером каждую из вот этих вертикальных линий. Что за вертикальные линии? Вертикальные линии у нас это, соответственно, карты одной, одного качества, да, либо одной ценности. То есть одни тузы, да, одни двойки, одни тройки, вернее, все тузы, все двойки, все тройки, все четверки. Каждая из этих карт имеет свою ценность. Двойка считается слабее тройки, но сильнее туза. Это если мы рассматриваем традиционный взгляд. Однако, система может быть какой угодно. Сейчас мы с вами поговорим об этом более подробно. Наш интенсив-курс будет действительно интенсивным. Я не могу обещать, что он будет быстрым, потому как количество информации по картам Таро, ну, в самом деле, переходит какие-то разумные пределы. Ее очень много, этой информации. Каждую карту можно рассматривать бесконечно. С младшими это не так глубоко заходит, однако тоже есть такая возможность. Я постараюсь как можно в более сжатые сроки вам представить путь развития некой идеи по младшим арканам. Опять же, система может быть какой угодно, какой вам удобно. Я предлагаю на выбор две системы. Одна из них, скажем так, 2 раза по 5, да, это логично, у человека 2 руки, 10 пальцев. Идет развитие от единицы, от туза до... идет развитие от туза до пятерки. Да, первая часть, человек как бы вбирает в себя то, что ему дает жизнь. И вторая часть, это вторые 5 карт, 6, 7, 8, 9, 10. Это, соответственно, когда человек начинает отдавать наружу то, что он воспринял от жизни. Это самый простой подход к номерным картам. И он не до конца учитывает влияние придворных карт. Это тоже важно, об этом тоже надо поговорить. А второй вариант у нас подразумевает развитие по более интуитивно понятному человеку троичному пути, скажем так. Что за троичный путь? В любой истории есть начало, середина и конец. Это то, что логично для любого человека, это то, что понятно, скажем так, любому интересующемуся развитием какого-либо сюжета. А сюжет у нас в жизни, само собой, присутствует. Он должен там присутствовать, какой-то смысл в этом должен быть, иначе мы теряем интерес к этому самому процессу. Все это достаточно условно. Вся эта система нужна просто для того, чтобы мы легче понимали каждый отдельно взятый момент, который у нас запечатлен в карте Таро. По сути, младшие арканы, как и старшие, у нас являются таким
длинным сюжетом, растянутым из единицы до десятки. И мы должны пройти весь этот путь для того, чтобы научиться чему-то. Чему именно? Ну, это зависит от того, в какой стихии мы с вами находимся. Какие-то промежуточные вешки, какие-то промежуточные цели мы можем ставить себе в зависимости от того, как нам удобно проходить эту общую историю. История общая для всех стихий. Можно сказать, что в общем и целом по каждой из стихий, если мы будем идти, мы с вами будем сталкиваться примерно с одним и тем же развитием сюжета. Просто каждый сюжет по своей стихии будет развиваться со своими особенностями. Я предлагаю следующие варианты развития сюжета, которые я обычно предлагаю на своих платных курсах, на которых мы подробно разбираем практику Таро, а не только теорию, как я вам тут представляю. На данном этапе, на каждом курсе, на каждом потоке я добавляю немного больше, нежели на предыдущем, просто потому что приходит какая-то новая информация. Так как я являюсь практикующим тарологом, то с каждым месяцем у меня накапливается все больше и больше видения новых граней Таро, накапливается опыт, и я им делюсь в соответствии с какими-то меняющимися, развивающимися взглядами на Таро. В чем основная проблема? Давайте на секундочку отвлечемся. Добро пожаловать на канал. Нам подходят новые подписчики. Это приятно. И, собственно, по этому поводу и давайте отвлечемся. Я бы хотел вас попросить немного помочь не только мне, но и, скажем так, эгрегору Таро, если можно так сказать. Дело в том, что если вы видели на YouTube разного рода ролики по Таро, то вы уже, наверное, заметили, что на YouTube царит, к сожалению, засилье такого низкопробного контента и, к сожалению, низкокачественной информации. Это приводит к тому, что информация в теме Таро запутывается еще больше, и люди видят откровенную ерунду. Если новые люди заходят в тему Таро, то они видят какие-то расклады, какое-то гадание, в общем, что-то несерьезное, не то, что мы с вами привыкли рассматривать на наших с вами эфирах. Я лично делаю все, что от меня зависит. Я распространяю информацию, как я считаю, качественную и глубокую, как только могу. Но это сложно делать в одиночку, поэтому вы можете мне помочь. На самом деле все это очень просто. Вы можете помочь популяризировать Таро, если будете продвигать эту тему. Продвигать эту тему очень просто. Вы ставите лайк этому видео, да, то есть, это, в принципе, то, что надо делать на YouTube везде. Все об этом говорят, вы знаете, как это работает. Написать пару комментариев, пару слов в комментарии о том, что это действительно интересная информация. Остальное YouTube будет делать сам, он будет распространять видео, которое посчитает интересным. Интересным он считает то видео, в котором много лайков и комментариев. Так что я думаю, что вы намек поняли. Более того, вам это тоже полезно. В зависимости от того, под каким видео вы ставите лайки, YouTube понимает, что вам интересно, и предлагает вам более интересную, более качественную, более глубокую информацию. Поэтому это для вас тоже будет полезно. Не говоря уже о том, что вы заработаете себе пару плюсиков в карму, да, таким способом. Хорошо. Это необходимое отступление, просто потому, что никто, кроме нас, это не сделает. Двигаемся, собственно, к самой теме. Сегодня такой предварительный, да, заход в тему младших арканов. Я постараюсь поместить это видео в плейлист, который будет либо отдельным, либо будет продолжать тему младших арканов Таро. И я предлагаю вашему вниманию следующий вариант развития идеи по цифровым рядам в Таро. Это завязка, кульминация и развязка, классический подход в, скажем так, в любом сторителлинге, да, в любом варианте рассказывания какой-то истории. Зачем нам нужно рассказывать историю? Дело в том, что человеку бывает скучно, неинтересно воспринимать просто голую информацию, просто набор каких-то фактов.
Но когда рассказывается история, когда идет развитие сюжета, когда увязывается движение из какой-то точки А в точку Б, человеку проще сравнить это со своей личной жизнью, со своей рабочей ситуацией, с развитием какого-то сюжета, который он видит везде вокруг. Да? То есть он начинает чувствовать правдивость этого подхода, если может сравнить с какой-то реальной жизнью. Если в реальной жизни работают примерно такие же алгоритмы, то значит карта Таро отображает действительно реальность, которая у нас с вами существует на уровне младших арканов. Что же за реальность существует у нас в младших арканах? Да, она может показаться некоторым людям более плоской. Почему? Потому что считается, и не зря считается так, что старшие арканы у нас с вами заключены, скажем так, в более объемное видение. У них больше граней, они описывают не только наше, скажем так, социальное устройство, не только нашу бытовую жизнь, хотя и с ней старшие арканы справляются ничуть не хуже. Напомню, что, например, император и императрица — это без сомнения образы матери и отца, да, либо благоденствия и закона. Чего угодно, что мы можем разделить условно на женственное и мужественное, мы можем даже в нашей обычной бытовой, скажем так, жизни, скучной и неинтересной, мы с вами можем увидеть и в старших арканах. И если мы хотим разобраться в каких-то глобальных алгоритмах устройства нашего мироздания, конечно, стоит обращаться к старшим арканам, тем более, что чем более старший у нас этот старший аркан, тем о более серьезных глобальных вещах он говорит о мироустройстве, о спасении души, о пути, по которому стоит идти ради того, чтобы обрести единство с какой-то мировой гармонией, с каким-то правильным мировым укладом, скажем так, кто бы его ни уложил в эти правильные рамки. А вот младшие арканы всегда считаются такими, ну, это бытовые карты. Но это просто как бы какие-то ситуации, их порой так и называют, ситуативные карты, да. Мол, тут у нас что, ну, по тройке пентаклей, ну, это какая-то работа, да. Где один должен делать свое дело, другой свое, а в общем и целом они как-то должны взаимодействовать. Об этом мы с вами уже говорили в тройках, да, об этом мы с вами уже говорили в лекциях по младших арканах. Есть в них та глубина, которая нас интересует, но, конечно, она не настолько глубокая, и кое-где дно мы можем нащупать. Просто потому, что действительно у нас с вами существует, скажем так, отсутствие зацикленности в этом номерном ряду. Зацикленность, то есть круговое развитие, да, или спиральное развитие, мы с вами можем привнести сюда искусственно, если очень захотим, но это будет сложно. Завязывать младшие арканы в 4 отдельных кольца, которые будут каким-то образом развиваться, как это делают старшие арканы по зодиакальной системе, выглядит каким-то усложнением. А вот развитие линейно, да, как нам привычно из единицы в десятку, из просто знакомства со стихией до развития ее до какой-то конечной стадии, да, видится для нас, для человеческих существ, более логичным, более простым, более понятным, более рабочим, скажем так. Зачем действительно усложнять, если можно не усложнять? Вы знаете, я приверженец как бы упрощения, да, зачем говорить слишком сложно, если можно найти какую-то общую идею и отталкиваться от этой общей идеи. Почему же нам на нашем бытовом, скажем так, житейском уровне проще рассматривать какие-то линейные структуры, а не цикличные и тем более не развивающиеся как-то спирально, либо в виде каких-то более сложных структур? Дело в том, что мы на материальном уровне нашей жизни ограничены ощущением времени. И вот это то, что с одной стороны не выходит на передний план в старших арканах, скорее там есть некие намеки
на время, которые больше похожи на ускорение и замедление темпа, которые больше намекают на какое-то, как бы это сказать, усиление аккуратности, если речь идет о тех картах, которые у нас говорят о времени чуть ли не напрямую, да. Я думаю, что вы понимаете, что я говорю о карте умеренность, допустим, да. Очень часто ее делают ответственной за ощущение времени, 8-й дом, необходимость чувствовать не только материю, но и время. Да? Ошибки у нас очень часто связаны с тем, что человек либо слишком торопится, либо наоборот слишком замедляется. В общем, ошибки по 8-му дому идет очень часто разбор ошибок, особенно чужих ошибок. Да? И чаще всего они связаны либо с какими-то поспешными, либо с какими-то слишком замедленными действиями. Именно поэтому карта умеренность чаще всего у нас отвечает за ощущение времени. И действительно, чтобы сделать что-то аккуратно, мы должны как бы искусственно замедлить время. Как бы отказаться от того, что нас отвлекает, ускоряет темп работы, сосредоточиться и сделать что-то с нужной скоростью. Не слишком быстро, но и не слишком медленно, так как мы переливаем воду из чашки в чашку, либо, что еще более ярко отображает значение этой карты, вернее, ощущение этой карты, это если вы будете переливать воду из бутылки в бутылку. Вот сформировать тонкую струю, которая будет ровненько, без брызг переливаться из одной бутылки в другую, нужно умеренно быстро и умеренно медленно найти нужное правильное ощущение скорости действия, то есть это намек на время. Опять же, считается в философских системах, которые имеют отношение к ощущению времени, что ощущение времени у нас уходит, либо теряется, либо наоборот, мы понимаем, осознаем ее во всей глубине после момента смерти. А карта смерть как раз отвечает вот за тот самый переход из одного состояния в другое. Более того, карта умеренность намекает на переход из духовного мира в материальный и из материального мира в духовный. Если видите вот тот самый символ материального и духовного мира, это квадрат и треугольник. Треугольник — мир духовный, да, в котором отсутствует четвертое измерение, то есть время, и мир материальный, в котором присутствует время как четвертый фактор, который мы рассматриваем в материальном мире. Да? То есть у нас есть три направляющих X, Y и Z. Да? Вот то самое пространство материальное. И четвертое измерение — это у нас время. Поэтому материальный мир у нас как бы состоит из 4 углов. Так что можно сказать, что в старших арканах время присутствует как один из ключевых факторов, как один из арканов, как ощущение, которому мы должны научиться в какой-то момент развития нашей идеи. Ну, наша идея имеется в виду вас как идеи человека. Жизнь человека — это развитие какой-то идеи, как мне видится, и каждый сам ответственен за то, в какой мере, в какой степени он будет развивать идею в своей жизни. Обычно это подразумевается под смыслом жизни. Смысл жизни и есть, скажем так, развитие идеи индивидуального человека, да, одной индивидуальной личности. Окей. А что же у нас в младших арканах? Я прошу прощения за такое длительное вступление, но оно необходимо для того, чтобы вы ощутили разницу между старшими и младшими арканами. Почему же младшие арканы кажутся такими плоскими, если мы рассматриваем глубину философского подхода к старшим арканам? Дело в том, что время у нас тут является плоскостью. То есть еще одним измерением, на котором рассматривается текущая событийная лента. Событийная лента у нас присутствует в 4 как минимум видах. Это материальная сторона жизни, земная стихия. Это социальная сторона жизни, стихия огня или жезлы. Да? Это стихия информационная, либо воздействие какими-то силовыми методами, информационными методами, что по сути одно и то же. И какая-то духовная или эмоциональная составляющая нашей жизни,
которую мы чаще всего ощущаем как эмоции, да, либо как доверие к тому, в чем мы с вами находимся, да, вот то самое ощущение непосредственное, эмпирическое ощущение жизни идет у нас по карте туз кубков. Почему мы с вами делим всю нашу, скажем так, реальность? То есть давайте рассматривать с вами младшие арканы. Опять же, все это достаточно условная система, которая может приниматься вами, если она для вас удобна, и может не приниматься вами, если вам она неинтересна и удобнее рассматривать младшие арканы как отдельные истории, отдельно взятые сюжеты, как бы вырванные из контекста. Контекст у нас присутствует, и я считаю, что контекст тоже важен. Контекст — это развитие. Считается во многих философских системах, что жизнь человека — это непременный путь, скажем так, вперед и вверх. Слышали, наверное, такое выражение. Человеку даются какие-то препятствия, какие-то испытания для того, чтобы он развивал какие-то положительные качества. Что значит положительные качества? Что есть добро и что есть зло? В наше время принято считать, что добро и зло человек сам определяет, что такое добро, что такое зло, потому что жить по религиозным догмам — это моветон, это уже не модно, это как-то так со времен французской буржуазной революции считается каким-то мракобесием и отсталостью. Тем не менее, волшебным образом ученые люди, самые развитые в какой-то из отраслей науки, волшебным образом оказываются людьми верующими, которые считают, что на самом деле есть какой-то набор не то чтобы законов, не то чтобы правил, но скорее каких-то тенденций. И если человек будет следовать логичному, закономерному развитию этих тенденций, то он будет непосредственным образом улучшать качество своей жизни. То есть он будет получать что-то хорошее, жизнь его будет становиться лучше, все интересней, более разнообразной, более насыщенной, более яркой, более наполненной добром и, скажем так, благосостоянием, как в материальном, так и в духовном плане. И, соответственно, у нас с вами возникает вопрос, так что же нам интересно? Материальное или духовное благосостояние в нашей жизни? Что же является для нас стимулирующим фактором развития? Это материальное богатство, физическое какое-то здоровье, что по сути сопоставимо одно с другим. Это материальная сторона нашей жизни, это масть пентаклей, да, стихия Земли. Это какого-то рода участие в социальной жизни, помощь другим людям, участие в жизни как в процессе, наслаждение радостью жизни, да, помните вот это? А он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть покой. Жизнь, которая представляется человеку как развитие, как передача энергии из одного источника в другой, то, что его подзадоривает, то, что его подпитывает, то, что заставляет его двигаться вперед. Жизнь как принцип движения, это стихия огня. Движение — это переход из одного состояния в другое, да, из одного, допустим, энергетического наполнения в другое. Это энергетический либо огненный аспект нашей жизни. Либо социальный. Почему социальный? Потому что по социальной теме мы с вами, само собой, участвуем вот в этой самой суете-сует, да, о которой все так много говорили. Это драка ради драки, это жизнь ради самой жизни. Огонь важен как образующий фактор социального устройства нашего человечества. Человечество устроено таким образом, что люди, сбиваясь в какие-то агломерации, да, сбиваясь в какие-то стаи, если говорить вот о каких-то более древних формированиях, да, какие-то племена, обмениваются желаниями друг с другом и таким образом подталкивают друг друга к какому-то развитию, к какому-то социальному соревнованию, скажем так, да, к какому-то социальному контексту.
вы прекрасно понимаете, что человек без социума — это не человек. Это просто животное, которое, в принципе, не имеет а, никакой необходимости в развитии своих человеческих качеств, да, ни умение социально общаться, ни умение воздействовать на других членов общества, ни тем более какое-то духовное развитие смысла для человека не имеет, если нет рядом других людей. Именно поэтому изгнание человека из общества во все времена считалось, скажем так, страшным наказанием. И до сих пор это, скажем так, присутствует в жизни наших людей, да, если вы изгоняете преступника в какие-то места заключения, ограничения свободы. Раньше человек просто выгонялся, как это в ночь холодную без шапки, за городские стены, на съедение львам куда-то там в пустыню, там в джунгли, и там, выживай сам, если сможешь, но выжил нет, как бы скучать не будем. Сейчас в нашей жизни это присутствует в несколько таком остаточном виде, в виде каких-то, как это, бойкот, да, объявляется школьниками своему однокласснику, если он ведет себя неподобающим социальным образом. Вот, это игнорирование человека так, как будто вы выключаете его полностью из жизни. Для того, кого выключают из жизни, это действительно становится тяжелым испытанием, так как это происходит угнетение его социальной функции, так как от него ничего не хотят. А для человека очень важно участвовать в обмене этими самыми желаниями. Вот в этом смысл огненной стихии. По мечам, в чем может быть смысл развития человеческого существования, да, вот эта история, как может рассказываться мечевая история человека. Если, скажем так, с точки зрения пентаклей, развитие истории человека может рассматриваться как накопление какого-то ресурса, неважно, это жизненный опыт, богатство, какой-то ресурс физический, здоровье, которое нужно правильно донести до какой-то ключевой точки, чтобы поделиться им там, с какими-то своими последователями, с наследниками, скажем так, да? Либо это социальные аспекты, где вам нужно поучаствовать в жизни общества таким образом, чтобы непременно оставить в нем след, чтобы непременно получить какой-то результат, который вы можете ощутить как итог своей социальной активности, да, что вы тоже важны для общества. С точки зрения мечей, с точки зрения информационно-силового воздействия на нашу жизнь, это как раз то знание, которое является силой. Жизнь с точки зрения человека может расцениваться как способ приобретения какой-то информации. Да? Я думаю, что вы знаете, вы знакомы с теориями, по которым жизнь на Земле расценивается как какой-то такой предварительный этап в развитии вашей души, да, что на Земле мы чему-то учимся, что жизнь человека — это обязательно какой-то кармический урок, непременно, который он должен пройти, чтобы преодолеть, чтобы превозмочь, чтобы научиться и, соответственно, научиться чему? Как решать какие-то проблемы, да? Приобрести какую-то информацию, которая позволит ему правильно, грамотно войти в какой-то там следующий вагон своей жизни, да, неважно, там это считается каким-то посмертным опытом, либо это возрождение в следующей жизни, либо это правильные действия для того, чтобы окончательно избавиться от своей греховности, да, осознать свою ошибочность своих действий, избавиться от своих ошибок и вознестись в царство там Господне, да, как раньше говорили, чистым и сильным человеком, который борется со своими грехами. Да, для этого нужно знать, для этого нужно было знать, для этого нужно было воспитать в себе человека разумного и волевого. Волевой — это, конечно, умение ощутить свою волю, свое желание, но по мечам волевой человек — это тот, кто не только
ощущает свое желание, не только может сотрудничать со своей волей внутренней, да, как воля к жизни, как и грамотное распоряжение этой самой волей. Да, правильное применение своих волевых усилий, этому учат нас мечевые карты. Это, можно сказать, информационный такой рецепт, как правильно сделать что-то, что позволит тебе избавиться от проблем. С помощью мечей, с помощью логики, разума мы решаем проблемки. Не только свои, но и других людей. Мы помогаем им, мы помогаем себе, мы боремся со злом в каком-то там виде. Неважно в каком. Каждый человек на своем уровне борется с каким-то своим злом. И остается у нас последняя, 4-я стихия. В понимании развития идеи человека на протяжении всей его жизни. Чему нас учат кубки? Кубки нас учат верить. Кубки учат нас доверять, кубки учат нас чувствовать. И если с точки зрения пентаклей, с точки зрения Земли, мы с вами ощущаем что-то материальное в этой жизни, да, мы накапливаем некий реальный материальный опыт, который можно измерить, взвесить, повесить на грудь в виде медальки, поставить штампиком в паспорт, либо рассчитаться в кассе, да, то есть что-то материальное, что-то накапливаемое, некий физический аспект, даже если это ваше физическое здоровье, даже если это ваше физическое тело, мы должны донести тот дар, который нам дается свыше, до логичного конца, да, растратить его настолько разумно, настолько грамотно, чтобы хватило в этой жизни не только вам, но и вашим потомкам. Именно об этом говорит 10-ка пентаклей, которая намекает нам на то, что нужно, во-первых, быть достаточно разумным, аккуратным, осторожным и предусмотрительным, чтобы дожить до старости, что в средние века получалось далеко не у всех. И залогом этому было как деньги, так и здоровье, так и правильное, разумное поведение, чтобы там не шастать по всяким неприятным моментам жизни, да, а сохранить свое здоровье для того, чтобы провести полную, насыщенную, яркую, красочную жизнь, накопив определенный опыт, накопив определенное материальное богатство. Для этого нужно и здоровье тоже, да, чтобы донести это богатство до своих детей, внуков, ну и если как бы в средние века сильно повезет, то и до правнуков. То есть вот этот ресурс, который человек накапливает в течение жизни, должен быть израсходован не только и не столько на него самого. Жить нужно не только и не столько для себя, чтобы обеспечить себе безбедное существование, но и нужно уметь дотащить до конца своей жизни достаточно серьезное накопление, чтобы поделиться ими с последующими поколениями, чтобы оставить что-то в наследство, а не пропить, не прогулять, не потратить все только на себя. Это пентакли. По огню у нас, само собой, я уже говорил, что это идет развитие идеи взаимообмена желаниями с другими людьми, участие в социальной жизни, да, взаимопомощь, помощь, которую вы можете предоставить человеку в плане опытном, да, поделиться своими желаниями. Об этом всем мы еще будем говорить с вами дальше. В плане мечей вам нужно понять эту жизнь, да, накопить определенные знания, накопить определенные рецепты, которые помогают вам справиться с какими-то проблемами, избавиться от всех проблем и в конце концов прийти к логическому завершению своей карьеры, своего жизненного пути. Либо это признание того, что человек смертен, да, либо избавление от своих проблем, если ты достаточно силен, чтобы добить их до конца. Об этом тоже говорит 10-ка мечей. О чем у нас говорят кубки? Кубки у нас говорят в первую очередь о доверии, об эмоциональном фоне, с помощью которого мы ощущаем эту жизнь на каком-то эмпирическом уровне. Мы просто ее вдыхаем ноздрями, да? Мы ощущаем ее кончиками пальцев,
Мы ощущаем ее всеми фибрами своей души. Мы ее чувствуем. Причем чувствуем не физическими ощущениями. Мы чувствуем ее душевными переживаниями. И когда какой-то человек делится с вами своими душевными переживаниями, делится с вами каким-то эмоциональным опытом жизни, важно почувствовать его как себя самого. Кубки учат нас объединять эмоции. Как свои, сплавлять в какой-то новый интересный опыт, так и чужие, которые могут добавить в ваш котел жизненного опыта какие-то новые интересные нотки, которые вы сами бы ни в жизнь бы не нашли бы, если бы не встретились с этим человеком. В общем и целом, мы с вами движемся по кубкам потихонечку, научаясь доверять своему чувству прекрасного, своему чувству возвышенного. И когда кубки считаются принципом веры, ну, там есть множество символов, о которых мы с вами уже говорили, которые позволяют не усомниться в этом процессе. Потому что, если вы помните, религия как тематика веры у нас присутствует и в каких-то религиозных обрядах, вернее, кубки как символ веры присутствуют у нас и в религиозных обрядах. Это и тело и кровь Христова, да, это вот та самая облаточка, которую у нас голубь несет в кубок на тузе кубков, да, это тот самый кубок, который держит у нас визуальный образ веры, да, который в средние века представлялся такой доверчивой женщиной, да. Это тот самый кубок Грааля, чаша Грааля, которая являлась недостижимым призом в борьбе за спасение своей души, в борьбе за ощущение этого мира напрямую, без слов, без каких-то физических факторов, просто чувствовать этот мир, чувствовать наполненность этого мира Богом, да, чувствовать предрасположенность и предрешенность всего и во всем. Когда все сливается в одно, все смешивается, вода как необходимый фактор, соединяющий, ну, ваши эмоции, которые соединяют все ваши жизненные переживания, социальные, разумные, физические, все сливается в одно, и считается, что кубки — это самая сильная масть, самая сильная стихия, водная стихия, когда речь идет о непосредственном чувствовании мира, о непосредственном познавании мира на личном жизненном опыте. Вот такие у нас 4 стихии. И по итогу чувствования этого самого мира, проходя через разные стадии, понимания, ощущения, сомнений и движения дальше, приходит к ощущению того, что радость, которая непременно является одним из факторов религиозного видения мира, должна разделяться с другими людьми. В этом плане это очень похожее ощущение, которое у нас присутствует в десятке Пентаклей. Если вы помните, там человек на физическом уровне делится своим материальным опытом со своими близкими, со своими наследниками, с последующими поколениями. То же самое у нас происходит и с эмоциональным планом ощущения жизни. Мы делимся, разделяем радость жизни, радость бытия, радость нахождения на этом материальном уровне нашей жизни со своей семьей, со своими близкими. Лев Ануфриенко пишет, что интересная философия по младшим арканам, неожиданно. Ну а почему бы ее здесь быть не должно? Философия, она на то и философия, что она объясняет какие-то жизненные, скажем так, алгоритмы, какие-то жизненные механизмы, какие-то идеи, которые нас, хотим мы этого или не хотим, преследуют в нашей жизни. Я предлагаю разделить 10 младших арканов следующим образом. 3 тройки и 1 итоговая карта. На данном этапе своего понимания карт Таро, особенно младших арканов, я делюсь со своими учениками на платных курсах именно такой теорией. Теория, скажем так,
в свободном плавании. Если нравится, присоединяйтесь. Если нет, можете разрабатывать свою теорию. Звучит она примерно так. На пути развития любой истории существуют 3 ключевые точки. Если вы изучали какой-нибудь сторителлинг, либо литературу в школе, в институте, самостоятельно, если изучали, то знаете, что в любой истории присутствует завязка, кульминация и развязка. Этих моментов может быть несколько. Да, завязка, вступление, кульминация, развитие сюжета, что это еще такое. Но основной смысл такой, что есть. Начало, событие и финал. Какая-то, скажем так, сцена, предрасположенная к развитию чего-то, развитие чего-то, и итоговая сцена, которая показывает изменение характера главного героя. Если вы интересуетесь, к примеру, какими-нибудь хорошими фильмами, либо хорошими книгами, вы, я думаю, давно заметили, либо слышали, может быть, где-то сталкивались с таким понятием, как развитие персонажа, либо развитие характера, либо изменение персонажа. Что это значит? Это значит, что если вы изучаете какую-то низкокачественную литературу, то чаще всего это просто какой-то сюжет, который, в принципе-то, не особо интересен. Качественная литература показывает, кроме развития сюжета, еще и сюжетное развитие характера главного действующего лица, персонажа, главного героя. Да? В начале книги он обладал неким знанием, некой картиной мира. В середине он находится в процессе решения каких-то нестыковок, которые возникли у нас вот из-за искаженности его картины мира. И по итогу сюжета, по итогу фильма, по итогу книги он научается чему-то новому, по-новому осознает эту реальность и выходит, скажем так, в финале фильма, в финале книги новым человеком. Например, в начале, там, условно, если мы возьмем, давайте какой-нибудь фильм, ну, фильм «Матрица», да? В начале он сталкивается с реальностью, что оказывается все не так, каким оно кажется. Это завязка сюжета. Кульминация — это приложение максимального усилия главного героя, Нео, да, в каком-то мире, который считается реальным, либо нереальным, в матрице, либо в реальном мире, путем максимального приложения своей воли, максимального приложения усилий. И итоговое сюжетное пятно — это когда он получает какой-то результат своего воздействия на этот мир. Там в первой серии он, допустим, обретает качество какого-то супермена, который может в этой матрице там летать, делать все, что хочет. Во втором фильме, да, он сталкивается с новыми какими-то проблемами, опять же с ними успешно борется и выходит в финале сюжета отягощенный новым знанием, новыми качествами. И в последней, там, в финальной серии, там, трилогии, да, опять же, трилогия, заметьте, он опять сталкивается в начале фильма с какой-то проблемой, борется с ней и по итогу решает, как бы, вообще все проблемы, которые только там у него за эти 3 серии накопились. «Матрица» в этом плане достаточно удобный пример, который мы с вами можем сравнить с тройками в картах Таро. За одним исключением. В «Матрице» есть 3 тройки. Там в первой серии завязка, кульминация, развязка. Во второй серии завязка, кульминация, развязка. И в третьей серии тоже завязка, кульминация и эпичный финал. Да? В картах Таро же у нас присутствует первая тройка, первые 3 карты. Вторая тройка, четверка, пятерка, шестерка. И итоговая тройка, семерка, восьмерка, девятка. Десятка, как финализирующая карта, итог этого ряда, является собой квинтэссенцию всей стихии, плюс человек, который понял, как работать с этой стихией. То есть можно сказать, что это карта, которая подводит итог всей вот этой истории. А дальше
забегая вперед, скажу, что придворные карты в виде 4 фигур, 4 характеров у нас могут говорить о том, каким образом человек управляет той ситуацией, в которой он находится. На какой стадии понимания этой ситуации, на какой стадии руководства этой ситуации он находится. Является ли он пажом, заложником ситуации, который просто должен правильно выполнять приказания стихии, либо ситуации, либо жизни. Является ли он рыцарем, который все еще должен правильно выполнять указания, которые дают ему старшие товарищи, но уже может включать какой-то свой, какой-то личный элемент влияния на ситуацию, каким-то более активным образом выбирать свой путь. Но в первом и в другом случае мы все еще как бы видим двух зависимых от ситуации человек. Королева и король — это две следующие стадии развития человека, который пытается взять ситуацию под свой контроль. Королева пользуется ситуацией, а король владеет ситуацией и может пользоваться уже как угодно, вплоть до выхода из этой ситуации. То есть у нас с вами опять же идет развитие сюжета, но уже с точки зрения самого человека, а не с точки зрения самого сюжета. Как же развивается у нас сюжет? Там в чатике задают вопрос в продолжении матрицы. А продолжение матрицы недавнее, как раз четверг. Нет, это уже развитие нового сюжета. Там, скажем так, первые 3 фильма, они достаточно логично завершенны. Просто я подозреваю, что кому-то в Голливуде захотелось срубить еще немножечко денег на такой жирной франшизе. Лев Ануфриенко пишет: было бы неплохо разобрать переход из десятки в пажи, как переход на новый этап взаимодействия. Вот этот переход из десяток в пажи происходит как раз тогда, когда человек осознает, что он, скажем так, владеет ситуацией. Когда человек начинает владеть ситуацией, он начинает пытаться из нее выкарабкаться. Возможно, это как бы с самого низу, через пажей, через рыцарей, через королев к королям. Да, через тернии к звездам. Давайте рассмотрим сегодня с вами, что у нас там по времени. Так коротенько я вступил, да, на почти час. Так. Давайте посмотрим с вами развитие первой сюжетной линии. Первая сюжетная линия, вернее, первая треть, это завязка, кульминация и развязка, когда человек знакомится с самой стихией. То есть вот у нас, что значит знакомство со стихией? Вот тузы — это знакомство со стихией. Когда дорогое мироздание предоставляет нам стихию такой, какая она есть. Тузы, я напомню, отображают собой квинтэссенции самого понимания стихии. Например, когда выпадает туз пентаклей в каких-то вопросах, то мы начинаем понимать: ага, тут в принципе дело замешано на деньгах. Либо тут вопрос касается физического здоровья. Либо если это в отношениях, то это какая-то чуть ли не физиологическая сторона вопроса, какая-то постельная тема, в общем, что-то такое, что является грубо материальным в отношениях между мужчиной и женщиной, допустим. Знакомство с жезлами у нас происходит, когда человек погружается не столько в материальную сторону отношений, сколько в социальную. Об этом мы с вами уже говорили. Человек понимает, что когда выпадает карта туз жезлов, человек сталкивается с социальными аспектами жизни. Что значит социальные? Это значит, что от вас начинают что-то хотеть. В этом плане привет старине Фройду, да, все, что у нас вертикальное и достаточно, скажем так, грубо намекающее на какие-то первичные признаки, да, туз жезлов — это демонстрация желания. Вот от вас что-то хотят. Грубо — это, как в том анекдоте, это он так рад тебя видеть.
Но по сути это проявление желания развития из одного состояния в другое. Когда от вас хотят что-то, чтобы вы изменили положение человека на его там какой-то социальной ступеньки, да, либо с вашей помощью хотят приподняться, либо вас хотят приподнять, да, то есть вовлечь, скажем так, в разнообразие социальных отношений, в разнообразие вот этих вот форм общения индивидуумов, из которых и состоит то общество, в котором вы вращаетесь. То есть какой-то социальный интерес. Как это выражается? Ну, допустим, если по пентаклям вы заходите в магазин и понимаете, что это дорогой магазин. По пентаклям что значит дорогой магазин? Это значит, что там чаще всего какие-то костюмы традиционные, какие-то смокинги, либо какие-то классические платья, там, допустим, свадебные платья, да, которые отражают традицию, классику, повторение по пентаклю. Все это стоит достаточно дорого. Все это достаточно стабильно, традиционно, из года в год не меняется, потому что зачем менять хорошо работающую форму? Пентакль — это прагматика. Пентакль — это когда вы понимаете, что в принципе, в общем и целом, у нас есть на что опереться. Это некая стабильность, которая будет хорошо работать со всеми. Помните вот эту фразу по поводу того, что я не червонец, чтобы нравиться всем? Вот что нравится всем? Всем нравится червонец, всем нравятся деньги. Деньги — это то, что подойдет хорошо в любом случае. Деньги — это благополучие и материальная защищенность. Поэтому, когда вы заходите в магазин там с какими-то серьезными костюмами мужскими и итальянского пошива, там чуть ли не ручного, традиционного, вы понимаете, что это богатая тема. По жезлам вы сталкиваетесь с социумом. Если сравнивать с магазином, то это какой-то модный магазин. Какой-нибудь Дольче и Габбана или Ив Сен-Лоран или там какой-нибудь любой модный дом, да, может, конечно, ощущаться вами как пентакли, потому что, Дольче и Габбана это дорого-богато, да, это вот, понятно, что это стоит не 5 копеек. Но с другой стороны, есть магазины, в которых ничуть не менее дорого, чем в Дольче и Габбана, но о которых знает достаточно небольшое количество людей, когда вы просто понимаете, что это просто качественно сделанная работа, которая стоит дорого, да, это не понты, как Феррари, это как Мерседес, который тюнингован так, что вы понимаете, что это для дорогого директора сделано. Это пентакли. Социум идет по модным понятиям. Изделие может быть некачественным. Изделие может выглядеть каким-то слишком смешным. Да, вот, например, хороший пример — Balenciaga. Если вы знакомы с такой модной компанией, выглядит все это дело ужасно. Какие-то одежки потертые, грязные, вернее, имитация этой грязи, этой потертости. Такое ощущение, что человек бомж. Смотришь, нет, не бомж. Он оделся в Balenciaga, и все это стоит сумасшедших денег. Если бы не модные тенденции, которые вывели вот эту Balenciaga на вершину успеха, никто не обратил бы внимания на это. Поэтому основная ценность вот этих, по сути, дешевых вещей от Balenciaga, там же не качество. Фишка Balenciaga не в качестве, а в том, что это модная штука. Она может стоить на самом деле копейки, но стоимость приобретает при взгляде других людей, при оценке других людей. Когда люди понимают, что вот это вот лейбочка, да, это показатель твоего социального уровня. Вот разница между хорошо, дорого сшитыми, суперкачественными костюмами, да, и дорогими, но тупо просто модными шмотками от Balenciaga. Это стихия жезлов. Когда вы погружаетесь в ощущение того, что я бы это не одел, если бы люди это не оценили, тогда это жезлы. Вот. Но чаще всего люди, погруженные в жезлы, люди, погруженные в социум,
не могут адекватно оценить то, что они делают, потому что адекватная оценка для них по жезлам — это обязательно чья-то оценка, это обязательно оценка общества, обязательно оценка твоего уровня нахождения в этом обществе. Как-то так. Добро пожаловать на канал, кто-то там подписался к нам, добро пожаловать. Вот такие дела. Ретро Reels Cinema пишет: Киану Ривз, кстати, шикарно выглядит в бомж-стиле. Ну, скажем так, это потому что мы знаем, кто такой Киану Ривз. Потому что мы понимаем, что это богатый человек, который просто выглядит в бомж-стиле. Если заменить лицо Киану Ривза на лицо какого-то другого человека, это будет просто бомж. И он шикарно выглядеть не будет. Поверьте мне. Так что Киану Ривз делает себе личность своими действиями. Это уже стихия мечей. Вот не зря тут вспомнили про Киану Ривза. Потому как мы можем судить о человеке не только и не столько его, скажем так, не только и не столько по его внешнему виду, по пониманию его социального уровня, сколько по его уму, по его интеллекту и по умению что-то сделать правильно. Киану Ривз — мечевой человек в плане кино. Это значит, что он четко и хорошо понимает, как и что ему надо сыграть, и делает это отточенно, ювелирно, великолепно, идеально. Гораздо лучше других актеров, которые не могут сыграть того, что может он. То есть можно сказать, что он такой уникальный человек, который обладает неким личным уникальным знанием. Стихия мечей — это всегда стихия людей, которые готовы что-то делать, которые не ждут одобрения с точки зрения общества, которым не важен вот этот социальный огонь, да, будут подогревать интерес, либо не будут. По мечам людям интересно действие, и действие должно быть правильным, логичным, последовательным и результативным. Если вы достали меч из ножен, вы его достали для того, чтобы рубить, для того, чтобы резать, а не для того, чтобы запугивать других людей. Хотя это тоже в каком-то роде ступень развития понимания действия человека. Как-то так. Какая же разница у нас между воздействием на социум по мечам и по жезлам? По жезлам мы понимаем, чего от нас ждет общество. Мы понимаем, как оно нас оценивает, и понимаем, чего они от нас хотят. Эти самые людишки, да? Как в том анекдоте. По мечам нас это не особо интересует. По мечам нас интересует то, что мы хотим сделать, то, что мы можем, и то, что мы должны делать. В первую очередь это чувство долга. Хотят дети или не хотят, чтобы мы о них заботились, нас особо не интересует. По мечам мы понимаем, что если как бы Бог дал ребенка, то мы должны быть родителями. Мы должны соответствовать тому чувству долга, которое у нас присутствует внутри. В этом плане разница между активной стихией огня по жезлам и активной стихией воздуха по мечам достаточно умозрительная. И люди, которые не очень хорошо понимают, что такое стихии, очень часто путают мечи и жезлы. Потому что не могут понять, что является движущей силой социума. Желание или действие. Действие или желание. Информация либо энергия. Энергия либо слово, которым вы сподвигаете другого человека что-то хотеть, что-то делать. По сути, все очень просто. Если мы говорим о каком-то социуме, ну, например, о политическом влиянии на мир, о политическом влиянии на общество, есть два типа активных людей, которые являются, условно говоря, элитными элитами и воздействуют на нас с помощью своих желаний и своих слов. Первый тип — это политики. И это, конечно же, жезлы. Это, конечно, умение прочувствовать желание электората, воспользоваться этим желанием и двинуться куда-то вперед. Двинуться вперед, опираясь на желание социума. Потому что вы чувствуете, что социуму хочется вот туда вот. Вы
возглавляете все это социальное стадо, объявляете себя поводырем, объявляете себя пастырем, который с помощью жезла указывает путь. Потому что жезл — это движение. Жезл — это когда вы берете палку, чтобы куда-то идти. Жезл — это инструмент пастыря, поводыря, которым он нерадивых овец вытаскивает из расселин, потому что у него там такой крючок на конце. С помощью жезла удобно ходить по... это пастуший посох, да? Именно с его помощью удобно доставать этих самых овец из расселин. Именно с его помощью удобно вести за собой паству. В прямом и в переносном смысле слова, да, тех, кого вы пасете. Пасете, значит, охраняете, понимаете, чего им хочется, и ведете их туда, куда им хочется. Потому что овцы не пойдут за пастухом, если он поведет их туда, куда им не хочется идти. Овцы хотят кушать свежую траву. Настоящий пастырь ведет стадо туда, куда оно хочет идти. Просто ведет его самым разумным путем. В этом смысл, скажем так, руководства людьми. Если ты политик, ты должен прочувствовать желание людей, желание паствы и двигаться туда, куда хочет паства. Сейчас мы с вами еще поговорим о разнице в формулировках этих самых стихий. Какая же разница у нас между политиками и, условно говоря, политическими деятелями? Потому что есть политики, а есть политические фигуры, которые не ощущаются нами как какие-то балаболы, а ощущаются как сильные личности. Например, Черчилль, да, который понимал, чего хотят люди, но вместо этого волевым усилием заставил людей идти за собой. Все общество не хотело того, чего хотел Черчилль. Черчилль решил, что он лучше других знает, как должно вести себя это общество, и каким-то несоизмеримым волевым усилием заставил всю нацию принять его точку зрения. Заставил их подчиниться своей логике. Это уровень политических деятелей, которые не столько политики, сколько принимающие решения и ответственность за свои действия, за эти самые свои решения. Это, скажем так, не очень модные сейчас силовые люди. В Европе, скажем так, в Европе это социальный слой после Первой мировой ушел, скажем так, на отдых немного, да, либо ушли в военные, либо ушли в какие-то цифровые структуры, да, в ученые тоже ушли с желанием изменить общество, активисты какие-то все идут по мечам. Вот. На постсоветском пространстве эту, скажем так, стихию перехватили силовики, которые делают то, что считают нужным, правильным. Думаю, что вы прекрасно понимаете, что на постсоветском пространстве политика достаточно условна, да, скорее это борьба, скажем так, сил, борьба возможностей. Мечи — это возможности, меч — это сила. Сила в наше время — это информационная осведомленность, скажем так. Это умение что-то сделать, знание, с кем общаться, это понимание того, что надо делать, чтобы перебороть противоборствующую силу, да, чтобы победить своих противников. В общем и целом у нас есть две активные стихии, это мечи и жезлы. Жезлы подразумевают энергию общества, мечи подразумевают, скажем так, силу знания. Они дополняют друг друга, и было бы хорошо, если бы так это и оставалось, как оно и предусмотрено. Там в чатике пишут, что жезлы — это болтология, а мечи — управление. Ну, с другой стороны, если дать волю только мечам, только силовикам, то как бы все вопросы будут решаться с помощью силы. Либо в худшем варианте с помощью насилия. Да? Поэтому раньше, в средние века, когда правили
элитные элиты мечей, да, короли. Короли у нас были самыми сильными рыцарями, скажем так, князь с дружиной. Вот тогда все решалось с помощью силы. Наш век — это век политики. Политика, да, это болтология, но это умение договориться. Болтология звучит как-то не очень как-то так солидно. А вот умение договориться, сторговаться, ты мне, я тебе, давай лучше сотрудничать, давай торговать, вот это то, что, скажем так, является сильную сторону политики. Да? Вот если политики фейлят, тогда приходится выступать вперед военным. Но если военные истощают ресурсы, да, приходится договариваться политикам. Каждая война по итогу заканчивается какой-то договоренностью. Каждая договоренность в конце концов нарушается, и за ней опять же следует через некоторое время война. Так было, так будет, я думаю, что это естественное развитие событий. Так устроена наша жизнь, так устроена активная часть нашей жизни. Пассивная часть нашей жизни состоит из двух составляющих. Это пентакли и кубки. Про пентакли мы уже поговорили. Это материальная сторона жизни. Это материальная обусловленность. Это здоровье, это богатство, это опыт, который у нас с вами, скажем так, оформлен в виде каких-то эмпирических переживаний на материальном уровне. Это то, что можно извесить, измерить, взвесить и определенным образом применить для какой-то пользы. Что же такое кубки? Кубки — это самая загадочная стихия, которая у нас с вами очень часто остается, скажем так, в стороне, когда речь идет об активном изменении мира. Либо ее игнорируют, либо ее не замечают, но она незримо присутствует всегда и во всех делах. Точно так же, как материальный ресурс, точно так же, как информационная осведомленность, и точно так же, как желание что-то делать по жезлам. Я думаю, что вы заметили, что я перечислил 3 стихии. Ресурс материальный — это пентакли. Информационная осведомленность, как и что надо делать, с чьей помощью, кого заставить и как самому что-то сделать правильно, это мечи, воздух. Желание, необходимая энергия для сподвижения своих единомышленников к какой-то общей цели, да, умение понять свои желания, выставить грамотные цели и двигаться к тем целям, которые тебе действительно нужны, это жезлы. А что такое кубки? Кубки — это удовлетворенность, либо неудовлетворенность текущим ходом событий. Грубо говоря, нравится, либо не нравится нам то, что происходит. Когда нам нравится, у нас возникают положительные эмоции. Мы становимся благодушными, мы становимся добрыми, мы становимся дружными соседями, мы делим эмоции положительные вместе со всеми, кто участвует в этой ситуации. Если же ситуация нас не устраивает, мы испытываем какие-то негативные эмоции. И клянем судьбу почем зря, обвиняем других людей в том, что что-то не получилось. В общем, любыми силами пытаемся не верить в то, что это вообще возможно. Сомневаемся в том, что происходит, нам не нравится то, что нас делает грустными. Это 2 стороны кубков. Что же такое кубки? Это вера. Та самая вера, которую мы испытываем либо к людям, которые поняли эту жизнь, поняли мироустройство, поняли какую-то высшую философию. Доверяем мы каким-то авторитетам, либо религиозным, либо светским, либо научным. Если в средние века, в античные времена мы верили каким-то жрецам, мы верили каким-то умным людям, каким-то философам, каким-то общественным авторитетам, тем же самым властителям, тем же самым правителям, то сейчас мы верим политикам, мы верим ученым, мы верим врачам, мы верим, раньше принято было верить и религиозным деятелям, сейчас религиозных деятелей у нас, не то чтобы немного, они присутствуют, но, скажем так, вера в какое-то неощутимое, в какое-то эмоциональное, у нас с вами переместилась в несколько другую отрасль.
Это отрасль общения людей в социальных сетях, это отрасль, скажем так, тех людей, которые нам рассказывают какие-то волшебные истории. Это кино, это искусство, это Голливуд. Это ученые, которые нам рассказывают о том, куда движется общество. Это ученые, которые нам предсказывают будущее. Это какие-то эксперты на Ютубе, которым мы верим, потому что они очень убедительно, с красивыми интонациями расписывают нам абсолютную чушь, в которую мы верим просто потому, что мы доверились вот этим интонациям, вот этому человеку, который так красиво расписывает о том, почему там те стороны в каком-то конфликте вовлечены и прочее, прочее. Почему мы доверяем людям? Потому что нам хочется окунуться в то ощущение, которое нам дает человек. Тот, кто может эмоционально красиво подать какую-то историю, покупает нашу эмоцию, покупает наше доверие и заставляет нас чувствовать то же самое, что чувствует он. Почему стихия воды в этом плане является символикой? Потому что мы погружаемся в ту же ситуацию, о которой говорит тот человек, которому мы верим. Вот это коротенько, да, 4 стихии, которые у нас с вами присутствуют в жизни человека. Можно сказать, что мы с вами делим всю жизнь человека на 4 такие составляющие. 2 из них являются активными, 2 из них являются пассивными. По активным стихиям, по мечам и жезлам мы чего-то хотим и пытаемся сообразить, как это осуществить. По пассивным стихиям, по пентаклям и по кубкам мы в результате получаем какой-то, собственно, итог, да, который мы можем взвесить, оценить по пентаклям. И, соответственно, нам это либо нравится, либо это не нравится по кубкам. Мы либо согласны с ситуацией и чувствуем себя расслабленно и удовлетворенно, либо чувствуем какую-то тревожность и пытаемся нащупать путь из этого тревожного состояния куда-то в более благодушное положение. Вот жизнь у нас состоит из 2 активных фаз и 2 пассивных фаз. Мы что-то хотим, что-то делаем, потом что-то воспринимаем и оцениваем это. Как-то так. Там чатики спрашивают, будет запись эфира? Будет, обязательно. Вот такие дела. Так, в чатике там что интересно пишут. Всякое интересное в чатике пишут. Ну, продолжим. Собственно, я вас заинтересовал вот этой... Надеюсь, что заинтересовал, конечно. Вот этой идеей завязка, кульминация, развязка. Все, что я вам рассказывал про эти 4 стихии, обязательно к рассмотрению, просто потому, что мы с вами рассматриваем вот эти 4 горизонтальные линии развития сюжета. Вертикальные линии, да, вот, например, все тузы, все двойки, все тройки, все четверки у нас с вами являются стадиями развития этого сюжета. 4 стороны, как 4 грани развития сюжета, да, если мы берем ножку от стола, у него 4 стороны, да, вот, но сюжет один. Можно сказать, что это тот самый сюжет, который, если мы пилим эту ножку стола, да, мы в какой-то момент пилим все 4 грани, все 4 нюанса, все 4 аспекта, все 4 стороны. Что такое тузы? Тузы — это когда человек сталкивается в самом начале с какой-то стихией. Изначально он сталкивается с каким-то денежным отношением, изначально он сталкивается с каким-то социальным желанием, изначально он сталкивается с какой-то идеей, с какой-то информацией, либо у него существуют уже какие-то, ну не то чтобы понятия, скорее вера во что-то, либо он сталкивается с верой во что-то, что требует рассмотрения. То есть таким образом все тузы у нас с вами говорят о первичном знакомстве с сюжетом, о первичном знакомстве с жизнью, либо с той ситуацией, в которую вы погружаетесь. Грубо говоря, вы сталкиваетесь с чем-то. По пентаклям материальная сторона жизни, по жезлам социальная, по мечам разумная, по кубкам то, во что надо верить. Как идет развитие сюжета? Человек начинает воздействовать на эту самую стихию. Каким-то образом.
он пытается ее менять, эту самую стихию, потому что если у вас есть что-то, кусок какой-то глины, да, кусок пластилина, либо кусок теста, кусок чего там у вас есть, вам хочется что-то с ним сделать. Потому что, просматривав его со всех сторон, повертев его со всех граней, изучив все его аспекты, вы понимаете, что, ну окей, это про деньги. Или хорошо, это значит социум. Ясненько, это какая-то интересная идея, либо какая интересная эмоция сегодня мне попалась. Дальше по двойкам у нас возникает необходимость ее каким-то образом изменить. Почему? А потому что мы можем сделать с куском чего-то, которое обладает неким свойством? Нормальное, скажем так, течение жизни подразумевает, что ситуация должна меняться. Когда мы с вами сталкиваемся с какой-то стихией, логичное развитие сюжета — это попытаться изменить то, что мы получили. Ну, было бы глупо, если бы Машенька в сказке про 3 медведей зашла в избушку, увидела вот все это богатство и такая села, и все, сюжет закончен. Ура, я нашла избушку. По сюжету человек, сталкиваясь с чем-то, начинает взаимодействовать с тем, с чем он сталкивается. Хочешь не хочешь, да, мы, как любое животное, увидев что-то новенькое, начинаем изучать, пытаемся как-то изменить, как-то повоздействовать на эту стихию. Что у нас происходит в плане воздействия стихии Земли? И вообще, чем у нас является двойка пентаклей? Да? Если по тузам, там понятно, это просто стихия, которая нам дается. Что за рука? Давайте так, обозначим символику. Рука, которая держит стихию, это, условно говоря, дорогое мироздание, либо какие-то высшие силы, которые вот высовываются из облака, как бы с небес на нас спускается вот какой-то аспект. Да, какая-то стихия. Вот тебе деньги, думай, что с ними делать. Либо вот тебе физическое здоровье, давай как-то, активничай. Либо вот тебе жизнь материальная, давай, живи жизнь. Давай, меняй что-нибудь. Давай, что-нибудь там делай, скачи. Скучно, если человек будет, получив жизнь, будет просто лежать и ждать смерти. Нужно как-то менять свою жизнь. Вообще, жизнь — это то, что меняется. То, что не меняется, мертво. Оно уже закончило все стадии изменений и перешло, скажем так, в фиксированную стадию. Все, я больше ничего делать не буду. О двойке пентаклей очень многие говорят о том, что это танец, это радость физического существования. Так да не так. Дело в том, что если мы берем Уэйта, который нарисовал моряка, мы уже говорили об этом в предыдущих лекциях, вот красные шапки, такие длинные смешные красные шапки, Уэйт срисовал с рыбаков английского флота. Фарерские острова в то время, в 1898 году, относились к Англии, к империи Великобритании. Да? Не знаю, как они сейчас, я географ такой себе, да? Но, по крайней мере, тут у нас с вами классические английские такие моряки. Вот. Либо моряки какого-то такого вот европейского этого самого флота. Скандинавы, допустим, там, неважно. Но суть в том, что в то время, когда жил и работал Уэйт, человек в красной шапке — это моряк. А что делает моряк, когда он изображается? Чаще всего моряки плавают на кораблях, само собой, как ни странно, и ходят по палубе. А палуба имеет свойство накреняться в одну сторону, в другую. И то, что мы с вами видим на карте, это моряк, который ловит баланс. Потому что у него материальная база, на которой он находится, материальный мир, на котором он существует, постоянно меняется. Проблема двойки пентаклей — это изменение твоей материальной жизни, к которым ты должен приспосабливаться. Это не всегда весело. Конечно, это очень похоже на танец, потому что когда моряк ловит равновесие, он прыгает с ножки на ножку, перескакивает, как-то пытается поймать это равновесие. Это может выглядеть забавно, потешно.
Именно поэтому у моряков вырабатывается такая вот как бы развинченная походка, да, если вы помните мультфильм «Ну, погоди», там вот волк в морских штанах расклешенных ходил как раз такой вот смешной походкой, да. Вот. Эта походка как раз вырабатывается, потому что человек вынужден приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам жизни. Поэтому двойка пентаклей — это изменение материального положения вашей жизни. Это то, под что вы вынуждены приспосабливаться. Развитие сюжета по пентаклям в двойке у нас происходит, потому что есть две материальные, скажем так, две материальные формы жизни. Одна и, соответственно, вторая. Если бы она была одна, если бы они были похожи, она была бы одна. Две материальные стороны жизни подразумевают какие-то отличия. Когда мы понимаем, что есть отличия, мы начинаем сравнивать. Мы начинаем приспосабливаться в ту сторону, которая для нас логичнее, которая для нас удобнее. Мы сравниваем там одну зарплату с другой зарплатой. Мы сравниваем одно место работы с другим местом работы. Мы взвешиваем, да, мы как бы приспосабливаемся к удобному состоянию жизни. Где нам удобнее? Там, где больше зарплаты, либо там, где проще ездить на работу. Нам привычнее, комфортнее в каком-то привычном месте, где уютный коллектив, но зарплата низкая, либо нам все-таки было бы интереснее в погоне за более высокой зарплатой поменять положение привычное. По Земле это привычное. Земля — это всегда что-то самое нерушимое, самое стабильное. Земля обязательно самая медленная стихия. Когда вы видите в раскладе пентакли, это обязательно самая медленная карта из всего расклада. Просто даже если там есть какое-то движение, даже если там есть изменение по двойке пентаклей, а двойка пентаклей — это изменение материального положения, как физического, это в плане здоровья, какое-то изменение по здоровью, к которому вам приходится приспосабливаться. Если вам приходится приспосабливаться, допустим, заболела у вас нога, как вы будете приспосабливаться? Вы будете хромать. Ваше физическое положение в пространстве будет меняться. Ваши привычки будут меняться. Двойка пентаклей — это то, к чему вы привыкаете, потому что вынуждены привыкать. Это закономерное развитие сюжета, когда человек сталкивается с чем-то материальным, он начинает менять это материальное. По итогу он приходит в тройку. Что такое тройка? Тройка — это закономерное развитие сюжета двойки. Двойка — это попытка изменить материальный мир. Есть у вас какой-то материал, какой-то кусок глины, а ну-ка давайте его поменяем, сделаем из него горшок. Сделали горшок? Сделали. Выгодно это? Выгодно. Но если ты умеешь делать только одно что-то хорошо, если у тебя нет какой-то, скажем так, если у тебя нет качества, которое позволяет тебе социально развить свой навык, тогда тебе логично, закономерно ты приходишь к пониманию того, что успех, который у тебя произошел в процессе изменения материального мира, его можно включить в процессы, которые происходят у других людей. Другие люди, допустим, умеют делать что-то хорошо по-своему. Например, кто-то хорошо умеет чертить чертежи. А кто-то хорошо умеет общаться с клиентами. А кто-то хорошо умеет деньги зарабатывать и хорошо умеет их тратить. Да? А ты вот хорошо умеешь там лепить горшки, либо ходить матросом, да, по каким-то маршрутам, либо, допустим, быть хорошим каменщиком. По тройке пентаклей важное развитие сюжета у нас с вами заключается в том, что ты научаешься взаимодействовать с такими же, как и ты, людьми, которые сфокусированы на материальной стороне жизни. С такими же мастерами, только каждый должен быть в своем качестве. Итого, то есть, каким образом это должно происходить, это взаимодействие? Взаимодействие должно происходить следующим образом. Это я вам уже про тройку пентаклей рассказываю. Взаимодействие должно происходить следующим образом. Каждый делает свою часть работы. Почему?
Потому что на материальном уровне ты не можешь охватить все аспекты, особенно в самом начале знакомства с этой стихией. Ты можешь хорошо делать что-то одно. Например, можешь хорошо класть камень и строить храм. Ты можешь хорошо чертить чертежи, да, чтобы эти стены стояли как раз там, где надо, чтобы одна стена помогала другой, да, чтобы они поддерживали друг друга, как вот эти вот арки, которые у нас изобразил Уэйт. Он не зря изобразил именно треугольную арку, потому что это символика поддерживания одной силы другой. Понимаете? И краеугольный камень в этом всем деле, конечно, материальная сторона жизни. Есть у нас заказчик, клиент, который хорошо умеет делать свою часть работы. Он объясняет, как нужно чертить, он объясняет, как нужно ложить камень для того, чтобы конечный результат был ожидаемым, таким, каким нужно. Он знает, каким должен быть храм. Поэтому он заказывает всю музыку в виде там, бригадира, в виде архитектора, в виде каменщика. И все они вместе, в принципе, делают одно дело. Только каждый делает по-своему. Каждый делает свою сторону жизни. Каждый делает то, что у него на материальном уровне получается лучше всего. Но когда речь идет о производстве чего-то материального, в первую очередь во главу угла ставится материальная сторона жизни. Не теория, не доверие, а именно качество работы по тройке пентаклей является главным аспектом этой карты. То есть, с чего я это взял? Дело в том, что у нас вот этот каменщик, он стоит на такой приступочке, да, такие вот леса. Это прообраз лесов строительных. Но таким образом он стоит выше всех других. Что заставило Памелу Колман Смит и автора колоды Артура Уэйта поставить этого каменщика на табуреточку, на эту скамеечку, на приступочку? Они могли с тем же успехом нарисовать их на одном уровне. Мол, типа все равны, просто каждый должен делать свою часть работы. Но когда речь идет о пентаклях, на материальном уровне важно качество, потому что качество — это стабильность. А стабильность — это земная сторона жизни, потому что стабильность — это основное качество стихии Земли. Земля самая медленная, самая стабильная стихия. Поэтому не мудрено, что человек, который работает руками, производит что-то материальное, является у нас главным в этой карте. Какая логика у нас с вами рассматривается по этим трем картам? Завязка, кульминация, развязка. Мы столкнулись с чем-то материальным. Мы научились взаимодействовать с этим материальным, да, менять это материальное из одного состояния в другое. По итогу, главное в знакомстве с какой-то стихией, это, так как мы социальные люди, да, это найти единомышленников и научиться взаимодействовать на своем уровне на этот процесс рабочий, который вы сейчас осуществляете. Нашли какую-то денежную тему, попробовали ее покрутить, что-то получилось. Втроем, вчетвером, впятером, вдесятером получится гораздо лучше, гораздо серьезней. Можно, конечно, в одиночку, но нужно закрепить успех чем? Тем, что если вы делаете это только для себя по двойке пентаклей, то в конечном итоге это принесет неудовлетворенность. Почему? Потому что важнее всего для человека на материальном уровне это взаимодействие с другими людьми. Потому что ты не сможешь заработать денег, если твоя работа интересна только тебе. Ты сможешь обеспечить себя, но если ты делаешь только одно дело хорошо, ты должен найти людей, которые заинтересованы в твоем деле. И, соответственно, они должны представлять собой тоже каких-то специалистов. Чтобы каждый хорошо делал работу на своем уровне, чтобы всем вместе делать одно общее дело. То есть, завязка, кульминация, развязка на этом этапе у нас с вами разворачивается следующим образом. Мы сталкиваемся с чем-то в жизни, научаемся с этим в жизни взаимодействовать, менять как-то, и находим способ, с помощью которого мы можем быть полезны в обществе. Потому что
Если это интересно только нам, то мы теряем смысл существования в обществе. Вот как-то так. Вот такая завязка, кульминация, развязка у нас в плане стихии Земли. В плане стихии огня, где же тут такая ключевая идея, да? Мы сталкиваемся с каким-то желанием. Напомню, что туз жезлов — это какое-то желание. Двойка жезлов — это второе желание. Ну, я думаю, что понятно, да? Желание как энергия — это то, что сподвигает нас к изменению своего там, физического, социального, либо религиозного положения в этом мире. Вот там Лев пишет, что разбивая младшие арканы по группам из 3 карт, вырисовывается в некоторой степени алгоритм. Совершенно верно. Алгоритм — это какая-то идея, с помощью которой, как вилкой, гораздо удобнее брать вот эти куски существования, понимаете? Алгоритмы могут быть какими угодно на самом деле. Если вам удобна двойственность, можно говорить, вот мы с чем-то столкнулись, получили итог, опять столкнулись, получили итог, и разбить 10 карт на 5 ступеней по 2 карты. Можно разбить просто на 10 карт, ну это как-то так слишком мелко, да? Если разбить на 3, то у нас идет естественная, интуитивно понятная человеку идея, завязка, кульминация, развязка, да, как Отец, Сын и Святой Дух, да, то есть какая-то тройственность у нас присутствует просто потому, что в реальном мире она есть. Лев спрашивает, ну по первой тройке пентаклей та же история может закончиться, не проходя остальные 2 тройки. Тут все зависит от того, хотите ли вы развиваться дальше. История это будет развиваться дальше, само собой. Захотите ли вы в ней дальше участвовать, это уже зависит от вашего желания. Но если вы достаточно глубоко завязли в истории, то история будет вас тянуть за собой. И хотите не хотите, вам придется участвовать в следующих этапах, нравится это вам или нет. По жезлам, по желанию. Вот мы столкнулись с каким-то желанием. Вот у нас есть туз жезлов, мы отчетливо что-то хотим. Да? Может, мы еще не поняли, чего именно. Но нам важно, скажем так, оценить желание. Изменение желания по двойке жезлов происходит следующим образом. У нас есть какое-то понятное, вполне уже изученное нами желание. Оно для нас привычно, оно для нас закономерно, оно даже и желанием-то уже не считается. Почему? Потому что огонь — стихия динамичная. Самая динамичная, если брать 4 стихии. Самая стабильная — это земля, самая динамичная — это огонь. Как Д'Артаньян, да, если брать 4 мушкетеров. Если мы продолжительное время рассматриваем свое желание, оно перестает нас интересовать. Я думаю, что это, скажем так, интуитивно понятное всем явление. Огонь не может гореть вечно. Его нужно все время подпитывать, и это достаточно, скажем так, стандартный и скучный процесс. Просто подкидывать дровишек в огонь, это становится скучно. Хочется развития какой-то идеи, хочется чего-то нового. Что-то новое — это другое желание. Дело в том, что жизнь, которая нам дается, подразумевает в нас определенный энергетический уровень желания, определенный энергетический уровень движения куда-то вперед. Это вот тот самый базовый, стандартный туз жезлов. Желание жить. Оно присутствует у нас всегда. Если оно у нас заканчивается, мы перестаем жить. Если человек, считается, что если человек теряет смысл жизни социальный, он становится неинтересен никому, он понимает это и перестает существовать просто потому, что, теряет смысл существования. Именно поэтому все с таким, скажем так, остервенением ищут смысл жизни. И если нет никаких религиозных либо философских концепций, которые объясняют человеку этот самый смысл жизни, большинство людей ищет смысл жизни в необходимости себя другим людям. Да? То есть другие люди должны быть заинтересованы, другие люди должны вас хотеть. Что вы там умеете? Вот что вы умеете, то тем вы по жизни и являетесь, скажем так. Если вы умеете там шить какое-то белье, да, то вы будете мастер по пошиву белья. Если вы там какой-то супер одаренный почтальон, то люди будут ощущать вас как
того, от кого хочется получать посылки и письма, да, когда вы видите почтальона, основное ваше желание какое? Ну, что ты мне принес, давай чего-нибудь. То есть туз жезлов это в принципе ваше желание кем-то быть, что-то осуществлять, что-то нести людям, ощущать от них какое-то желание в свой адрес. Грубо говоря, это тот вопрос, который задавали ребята в 90-х годах, ребята в спортивных штанах, которые останавливали меня там где-то на вечерних улицах и спрашивали: ты по жизни кто вообще, да? Вот это ощущение жезлов, да, ощущение социальной лейбочки, бирочки такой. Я там студент, или я там таролог, или я там врач-косметолог, либо я музыкант. Вот это основное ваше желание. Человек сталкивается с каким-то желанием. Дальше, по двойке жезлов, он достаточно быстро от этого желания устает. Потому что невозможно долго хотеть одного. Смысл огня в постоянном изменении. Поэтому двойка приходит сама, естественно. Что такое двойка? Двойка это второе, другое желание. Изменение желания. Если по двойке пентаклей мы с вами встречались с изменением физического состояния жизни, да, мы сталкивались с изменением чего-то того, что нам дает жизнь, да, то по двойке жезлов мы сталкиваемся с изменением желания. Причем в этом деле очень важен уровень желания. Если желание находится на одном уровне, тогда это скучненько, ты не знаешь, что выбрать. Если же второе твое желание более энергетически насыщено, ты обращаешь внимание в первую очередь на него. Человек, всегда сталкиваясь с новым желанием, сталкивается с тем, что это новое желание более острое, чем привычное, чем то, которое стало для него обыденным. Как Уэйт это изобразил в этой карте? Видите? Железная скоба, которая держит жезл прикрученным шурупами к зубцам родового гнезда вот этого персонажа, да, то есть вот у него есть желание, которое всегда привязано к чему-то одному. Это стандартное желание, которое никуда не денется, он никуда его сдвинуть не может. Человек не может перестать хотеть жить. То есть это такое базовое домашнее желание. Это как желание все время приходить домой вечером. Нормальное, естественное желание для всех. Это скучно, конечно, скучно. Что интересно? Интересно приключение. Если вам не интересно приключение, значит вы просто не огненный человек. Да? Огненным людям интересна какая-то движуха. Им интересно всегда что-то новенькое. Именно поэтому новый жезл, который не прикручен шурупами к стене, а который является актуальным, вот сейчас я хочу этого, он гораздо выше по уровню, чем привычное домашнее ощущение. Именно поэтому он рассматривает глобус в попытке понять, куда бы я захотел поехать. Да? Куда мне хочется больше, чем сидеть дома. Хочется дома сидеть? Не хочется. Хочется куда-то ехать? Конечно, хочется. Куда? Ну, с этим разберемся. Потому что важно для начала понять, какое желание сильнее. Важно прочувствовать изменение своего желания. Поэтому по двойке жезлов у нас основное ощущение это изменение уровня желания. Желание людей к вам, желание вашего к ситуации, желание вашего к себе, желание ваше к партнеру, к другому человеку. Неважно, какое желание, неважно, какой социальный уровень, всегда хочется повышать, всегда хочется еще больше желания. Это естественное развитие стихии огня. Огонь постоянно хочет развиваться, куда-то расти, куда-то двигаться по веточке вверх, ползти, как вот по спичке, вот все выше и выше и выше. Это естественное положение, естественное развитие этой стихии. Если у вас есть какое-то желание, вы к нему привыкаете, и вы рискуете променять его на какое-то более новое, более яркое. Надо ли отказываться от этого желания? Ни в коем случае. Почему? Потому что если вы зациклитесь только на одном желании, вы теряете смысл развития стихии. Желать все время только одного – это скучно. Это потеря смысла жизни. Смысл жизни всегда где-то там. Всегда где-то там, куда вам надо идти. Всегда где-то там, куда вам хочется идти. Когда вам не будет ничего хотеться, у вас будет потерян смысл жизни.
Когда вы обретаете смысл жизни, вы автоматически начинаете ощущать желание двигаться к этому смыслу. Как-то так. Ретро Рилс пишет, на желание измен похоже. Это на желание чего угодно. Это на желание изменить свою жизнь. Если речь идет о физической измене своему партнеру, это естественное желание любого живого существа. Желание попробовать что-то новое. С одной стороны, присутствует желание стабильных отношений. Вот, один жезл намертво прикручен. Это не меняется. То есть вы можете любить одного партнера всю жизнь, это может не меняться. Но у вас постоянно будут возникать какие-то новые желания. Если в вас присутствует страсть, это нормальный, естественный процесс. Главное, что в этом плане делать? Главное в этом деле договариваться с собой. Потому что если вы не умеете договариваться, вы все время будете соблазняться новыми желаниями, и у вас не будет спокойствия в жизни. С одной стороны, спокойствие и скука — это синонимы. Просто скука, она более, скажем так, яркая, да? А с другой стороны, нормальный человек хочет временами, очень часто, на постоянной основе даже хочет, одного и того же желания. Поэтому для человека важно умение договариваться, важно находить консенсус. Да, помните теория взаимодействия по тройке пентаклей? Но если там в материальном плане взаимодействие материальных аспектов жизни должно давать толковый итог, то взаимодействие желаний, даже если это ваше желание, должно приводить вас к консенсусу, должно учить вас договариваться. Классическое значение тройки жезлов в каких-то раскладах — это торговля. Это умение сторговаться. Что такое умение сторговаться? Это умение договориться до одного общего желания. Вы хотите все время чего-то новенького, ваш партнер хочет, чтобы вы от него никуда не уходили. Вы приходите к какому-то консенсусу. Ну, раз ты не хочешь, чтобы я уходил, давай предоставляй ты мне что-нибудь новенькое все время. Как-нибудь там загадки, шарады каждый вечер, да, что-нибудь такое интересненькое, да, что-нибудь живенькое, что-нибудь такое свеженькое, потому что стихия жезлов, мазь жезлов, стихия огня, это постоянное изменение, это постоянное движение куда-то, это постоянное желание чего-то новенького. Огонь по-другому не может. Огонь в постоянстве начинает скучать. Это вот, если помните, есть такой товарищ Федор Конюхов, да, это вот цитаты великих людей. Чё дома сидеть-то? Как говорит Федор Конюхов, именно поэтому он все время мотается где-то по каким-то Атлантическим, Тихим океанам, какие-то северные полюсы, какие-то воздушные шары. В общем, приезжает домой, и ему тут же становится скучно дома, потому что что дома сидеть-то, да, все время хочется куда-то двигаться. Но вот это в такой терминальной стадии, да, уже, скажем так, в болезненной, в клинической даже, я бы сказал, форме присутствует желание постоянного движения, постоянного огня. На это намекают у нас кораблики, которые постоянно движутся, да. Вы все время хотите чувствовать движение жизни. Для стихии огня это нормально. Огонь и есть движение. Потому что огонь — это изменение энергетического состояния из одного процесса в другой. Это всегда движение куда-то. Огонь — это изменение формы материи в какую-то другую форму. Это переход... Ну, то есть, что такое энергия? Это то, что происходит при процессе смены, скажем так, физического мира из одного агрегатного состояния в другое. Когда тает лед, выделяется какая-то энергия, да, выделяется там какое-то тепло. Когда уголь превращается в пепел, происходит процесс горения, происходит отдача энергии в пространство, нагрев воздуха, да, то есть энергия — это всегда переход из одного состояния в какое-то другое. Энергия — это всегда движение. Поэтому по тройке жезлов важно найти взаимодействие этих желаний и найти какой-то консенсус. Взаимодействие и есть консенсус. Договоренность — это умение сложить из двух что-то третье. Взять желание мужа, взять желание жены и договориться, сделать что-то вместе. Сторговаться. Вот, ты мне, я тебе. Я вот такое свое желание проявляю, а ты вот такое свое желание проявляешь. Давай подумаем, что мы можем сделать вместе. Очень похожая идея на
производства чего-то материального в тройке пентаклей. Итого, у нас есть вторая тройка. Завязка, кульминация, развязка, да? Есть какое-то желание, есть сравнение одного желания с другим, и есть приведение этого желания, там либо другого, либо третьего желания, к какому-то устраивающему обе стороны результату. Завязка, проблема, решение проблемы. Хочется, а вот мне не хочется, ну давай сделаем так, чтобы хотелось и тебе, и мне. Вот и все. Так. Ну, я несколько теряю нити рассуждений в чатике, что там в чатике пишут, потому как там уже у меня такое ощущение, что зрители друг с другом общаются. Там благодарности. Глобус в руке тоже показывает интерес на новое. Глобус в руке указывает скорее на попытку понять, куда будем двигаться, попытку осознать свое желание, да, вот из пункта А нужен какой-то пункт Б, чтобы не просто так гулять в пространстве, а чтобы конкретно двигаться к какому-то, скажем так, в каком-то направлении двигаться. Вот такие дела. Не говорит ли это о том, что человек не может договориться сам с собой, спрашивает Лея Сорока. И это его постоянно толкает на новые приключения, чтобы уйти от разборок с самим собой. Если вы рассматриваете в этом аспекте, а почему нет? Точно так же. Это вечный вопрос по поводу того, что если человек не может договориться сам с собой, то он будет постоянно метаться в поисках правильного пути. Он будет постоянно находиться в дороге, он будет постоянно цепляться вот за суть движения. Забегая вперед, скажу, что следующая карта у нас, между прочим, четверка, которая говорит об определенной стабильности, о фиксировании своего желания. И вот это уже следующий этап. Это вы забегаете чуть-чуть вперед. Если рассуждаете о том, что он не может договориться с собой, значит, он неправильно проходит эту самую тройку. Если он научается договариваться с собой, он научается фиксировать свое желание в каком-то определенном аспекте. Юлия, добро пожаловать на канал. Народ потихонечку подходит. Хорошо. На двойке жезлов живешь в горах, но периодически хочешь ездить на море. Это вот как раз моя история. Я вот в горах живу, но у меня, слава богу, до моря всего 2,5 километра, там полчаса пешком, скажем так. Море, правда, северное, но какая разница, да? Можно и зимой купаться. Так, двойка жезлов может означать планирование? Может, конечно. Планирование по смене желаний, да? То есть вы должны понять, в какую сторону вы планируете менять свое желание. Конечно. Роман, тройка жезлов. В чем различается с тройкой мечей? Вот сейчас об этом поговорим. Двигаемся дальше. Что у нас по времени? Ну, так нормально, кстати, длинная лекция получается. Но это вступительная лекция, она обязательно должна быть длинной, просто потому что по-другому никак не деваться. В чем отличие с тройкой мечей? Отличие с тройкой мечей в том, что в жезлах мы говорим о желаниях. Мы договариваемся о желаниях. В мечах мы договариваемся о действиях. Почему? Ну, желание и действие — это же разные вещи. Желание — это мотивация. Мечи — это осуществление этого самого действия. Либо теоретическое, да, когда вы продумываете план действий, либо реальное, когда вы, собственно, осуществляете эти самые действия каким-то силовым методом. Да, мягким, либо жестким. Ну, сила может применяться по-разному. Почему? Мечи — это информация, это логика, это то, что дает нам ощущение того, как правильно действовать. Почему у нас с вами мечи относятся к логике? Все очень просто. Дело в том, что много ума на то, чтобы орудовать мотыгой, либо косой, либо топором, на это много ума не надо. Это нужен просто навык. Это, скажем так, стихия крестьян, земледельцев и ремесленников. Это пентакли. Пентакль — это просто повторение какого-то процесса, да, без всякого понимания, что ты делаешь, это все равно дает тебе навык. То есть даже если вы не очень понимаете, как орудовать топором,
Если вы там нарубите 10 елок, нарубите из этих 10 елок дрова, вы эмпирическим опытом, да, научитесь рубить дрова без всякой теории. А вот мечи — это информация, это теория. Дело в том, что топоры, мотыги и прочие косы — это орудия людей, которые просто работали этими инструментами и в случае чего могли использовать их как оружие. Там в защите от лихого человека. Лихой же человек, да, либо воин, который может взять силой от тебя что-то, он научается орудовать длинным ножом, который называется меч. Потому что меч — это специфическое орудие принуждения другого человека к подчинению. Потому что меч нужен как раз для того, чтобы напугать, либо заставить другого человека подчиниться. Это как пистолет. То же самое. Чтобы стрелять из пистолета, нужно знать, как это делается. Чтобы орудовать мечом, нужно учиться орудовать мечом. Потому что в обычной крестьянской жизни нет ничего такого, что вы делаете мечом. Ну, максимум ножом там сало порезать, либо там освежевать там какую-нибудь корову, да. А вот длинным ножом, мечом, нужно было специально учиться орудовать. Поэтому меч — это логика, это разум, это определенные знания, которые вы можете применять. Хотя бы теоретические. Вы должны учиться орудовать мечом. Понимаете? Само это не происходит. Сам человек не научается. Туз мечей — это логика, это разум и умение этим разумом работать. Умение других людей убедить в чем-то, логически предоставить какую-то информацию, которую люди примут к сведению и скажут: а, ну да, действительно, информация достоверная. Если не хотят верить, ты можешь этой информацией их припугнуть, шантажировать, либо, если речь идет не об информации, а просто о силе, да, то заставить просто что-то сделать. Либо шантажом, либо прямой силой. Угрозой, скажем так, жизни. Двойка мечей. Что такое двойка мечей? Очень часто говорят о закрытости. Это несколько ошибочное мнение. Закрытость там, конечно, может присутствовать просто из-за нерешительности человека. Человек закрывается, потому что он не решается действовать. Каким образом у нас развивается идея мечей в двойке мечей? Туз мечей — это четкое понимание, что надо делать. Это знание. Вот я что-то знаю. У меня есть мысль, и я ее думаю, да, как говорил какой-то там солдат. Мечи — это мысли, совершенно верно, там в чатике пишут. Так вот, если у вас есть две мысли, и они одинаковые, и у вас они в обеих руках, то вы сомневаетесь, как правильно действовать. Вы можете запутаться в этих действиях, в этих мыслях, в этих идеях. Одна мысль — это понятно. Что там думать? Вот берешь и делаешь то, что ты придумал. Две мысли тебе надо выбрать. С какой руки бить? С левой или с правой? Или сразу двумя? Если двумя, то как это? Какой сначала, какой потом? Сама идея двойки мечей — это разнонаправленные мысли. Они не в одну сторону направлены. Они направлены в разные стороны, да? Это как векторы, которые ведут в разные стороны. Евгения, добро пожаловать на канал. Тут еще один подписчик у нас нарисовался. Надеюсь, вам будет интересно. По двойке мечей у нас очень важно обратить внимание на сюжет картинки. Сзади у нас присутствует море, морское побережье, которое находится в момент отлива. Почему я говорю, что оно находится в момент отлива? Потому что камни, которые у нас выглядывают из воды, они темные. А если вы жили рядом с морем, то для вас вполне естественная картина, что темные камни — это камни, которые были не так давно под водой. Это подводные камни, которые видны только в момент отлива. То есть, по сути, подводные камни, которые рисует тут не просто так художник, да, и автор колоды, намекают на то, что тебя ждут сложности. Все, вернее, не все так просто, не все так прямо, как тебе кажется. Это карта сомнений. И человек отказывается действовать, закрывается, потому что у него есть два варианта действия, и он не может выбрать, с какой стороны обойти этот подводный камень, слева или справа. У него недостаточно однозначные
знание, недостаточно однозначная информация. Он не принял какое-то четко, ярко выраженное решение по действию. Он сомневается, он колеблется между вариантом А и вариантом Б. С одной стороны, это как бы хорошо, если у тебя есть второй вариант, да, ты можешь обогнуть эти опасные камни справа, с другой стороны слева. Но когда ты не уверен на 100%, ты колеблешься между этими двумя вариантами. Как Буриданов осел, да, который может сдохнуть между двумя стогами сена, потому что не может решиться, к какому подойти первому, чтобы поесть этого самого сена. Именно поэтому эта карта, она такая проблемная. И она более проблемная, чем тройка мечей на самом деле. Потому что людям кажется, что тройка мечей это, о боже, какой ужас-ужас. Если по двойке мечей мы можем как-то еще там посидеть, закрыться, да, мы вот как в классической позе, о которой говорят психологи, что это закрытая поза, поза защиты. Ну, если вы отказываетесь действовать, может быть, это защита, да, но это скорее, скажем так, кривить душой. Правильные действия с точки зрения мечей — это все-таки действовать, это все-таки делать. Плох тот воин, который сомневается, куда нанести удар. Что такое тройка мечей? Если мы берем вариант завязка, кульминация, развязка, да, у нас есть информация, мы в ней сомневаемся, но нам нужно принимать какое-то решение. Почему это решение такое болезненное, такое острое? Потому что, судя по всему, мы ошиблись. Судя по всему, мы вынуждены действовать, исправляя свою ошибочную теорию. А это всегда обидно. Всем хочется быть правыми, никому не хочется ошибаться. Всем хочется считать, что меня мой партнер любит, никому не хочется узнавать, что на самом деле ты ошибся. Твой партнер тебе изменяет. А? Допустим так. Меч — это мысль, идея. Двойка — это сомнение. А достаточно ли у меня информации, чтобы быть твердо уверенным в своей мысли? По тройке мечей происходит у нас изменение вектора мысли. Что такое изменение вектора мысли? Ну, я думаю, что вы помните там школьный курс математики, геометрии, да? Что такое вектор? Это направление движения, направление вашей мысли. Вот оно у вас одно по тузу мечей. Вот у вас их два, этих самых вектора. Вы смотрите в разные стороны. С одной стороны, вы как бы думаете, что ваш партнер вас любит. С другой стороны, ваша подруга Светка вам рассказала, что видела вашего мужа вчера с какой-то рыжей в каком-то кафе. И они там весело смеялись и держались за ручки, сидя за столом. Да, то есть у вас есть какая-то альтернативная версия, которая ввергает вас в сомнение. По тройке мечей вы сопоставляете две эти информации и выясняете для себя правду. Да? То есть вы приходите к какому-то выводу. Взаимодействие две эти мысли, взаимодействие, порождают третий вектор. Да? Меняют вашу точку зрения. То есть ваша точка зрения, ваша мысль, ваша идея под воздействием другой точки зрения, другой идеи порождает, скажем так, изменение вашей информации. И чаще всего это происходит достаточно обидным методом, обидным способом. Конечно, обидно ошибаться. Любому человеку обидно ошибаться. То есть, когда вы что-то знаете, если вы знаете мало, вы довольны тем, что вы что-то знаете. Когда вы узнаете больше, у вас возникают сомнения, и вы начинаете сомневаться в своем разуме, в своей разумности. По тройке мечей вы понимаете, что действительно нужно менять свою точку зрения, и эта тема воздействует на ваши эмоции очень сильно. Многие знания, многие печали. Вот это тройка мечей. Результат взаимодействия двух разнонаправленных идей, два разнонаправленных потока информации, два разных вектора действий. Вы делали так, тут кто-то вмешивается, и вам приходится корректировать свой курс, свои действия. Конечно, обидно. Конечно, не хочется. С точки зрения мечей, ты делаешь то, что ты хочешь. Потому что ты умнее всех. Когда кто-то оказывается умнее тебя и тебя поправляет, тебе становится обидно. По негативу тройки мечей ты обижаешься, когда тебе твою ошибку исправляют. Говорят,
Правильно говорить, не звонишь, а звонишь. И если ты человек интеллигентный, ты воспринимаешь эту информацию, понимая, что опа, я ошибся. Обидно, конечно, обидно. Но если ты достаточно интеллигентный, разумный и волевой человек, ты сдерживаешь свои негативные эмоции, и вместо того, чтобы сказать исправившему вас человеку: ты что, тут самый умный, да, тут интеллигент нашелся, очки одел. Вы сами, являясь интеллигентом, поправляете очки и говорите: спасибо большое, что поправили меня. Жаль, конечно, очень обидно мне осознавать, что я был неправ, но большое вам спасибо, я теперь буду говорить правильно, да, там звонишь, а не звонишь, или там звонишь, а не звонишь, там не помню, как правильно, честно говоря. Многие знания, многие печали. И если приходит какой-то человек и приносит вам какую-то альтернативную информацию, вы, во-первых, начинаете сомневаться, а потом это приносит вам печаль, что вы ошибались. Поэтому вот это сердце, уязвленное 3 мечами, раны Христовы и прочее, вот то, что у нас связано с символикой этой карты, созвучно с фразой «Не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Вот, то есть пришел Иисус, да, и пронзил сердце мое стрелой любви твоей, да. Вот раньше, до пришествия Иисуса, люди считали, что у верблюда 2 горба, потому что жизнь борьба. Когда пришел Иисус, сказал, что вообще-то как бы гораздо результативнее любить друг друга, так веселее и вообще правильнее с точки зрения Создателя. Ты начинаешь понимать, что ты ошибался, зря так грыз горло твоим близким, а надо было, наоборот, любить, надо было, наоборот, взаимодействовать. Для людей силовых, для людей, которые привыкли что-то делать, подчиняться чужой правде всегда обидно, всегда сложно. Но это определенный результат, к которому ты приходишь, взаимодействуя с информацией, которая приходит от других людей. Так что тут тоже завязка, кульминация, развязка. Есть мысль, есть сомнения, есть изменение своей мысли в какую-то более правильную сторону. Как-то так. Колокол звонит, а телефон звонит. Ну, я забываю. У меня память сложна. Ретро Рилс пишет, верно, заказчик попросил внести правочки. Совершенно верно. Обидно, конечно, обидно. Ты думал, что уже все сделал идеально, а тут правочки, да? Ну хорошо, обидно, ну правочки сделали, все хорошо, все хорошо. Закрепляем успех, итоговый результат вас устроит, больше ничего делать не надо, можно идти ложиться спать. Это уже итог, да, 4 мечей, но об этом в следующий раз. И на сладкое. Ну, это самая длинная лекция у нас с вами получится, я так думаю. Уж извините, но как бы вхождение в идею всегда сложнее. Первая часть всегда самая сложная, самая длинная. Нужно же саму идею подать, да, потом попытаться ее просмотреть. Самая энергетически энергоемкая часть, но самая результативная. Если вам нравится, там ставьте лайки, подписывайтесь, ну вот это вот все, да, что надо делать на хорошем качественном контенте от толкового ютубера. Туз кубков. Вера. Либо какая-то эмоция. Какое-то, можно сказать, ощущение, которым вы насыщаетесь в жизни. Ваши чувства жизни. Ваша вера в то, как все идет хорошо. Ваши эмоции. Эмоция — это оценка жизни, скажем так. Эмоции вы реагируете на то, что происходит. Хорошие эмоции вы реагируете на что-то хорошее. Плохие эмоции вы, конечно, реагируете на что-то плохое. Ну, тут гадалки не ходи, и так все понятно. Двойка кубков. Как происходит развитие вашей эмоции по двойке кубков? Что такое двойка? Это двойственность, да? Все 3 карты двойки, с которыми мы имели дело, говорили об изменении стихии в какую-то другую сторону. О каком-то разделении этой стихии на 2 составляющие. Как бы вот глина, кусок глины, а вот как бы горшок, который мы слепили из глины. Материал тот же, стихия та же, форма изменилась, да? Желание вот одно, а вот другое. Но это же ваше желание. Вы являетесь сосудом для осуществления этого желания, даже если оно какое-то новое, другое.
Но это тоже ваше желание, это просто изменение вашего желания. По мечам та же самая штука. Вот у вас есть мысль, вот у вас есть альтернативная информация, и вот логичным образом происходит изменение вашей точки зрения на какие-то происходящие события, какую-то третью сторону. Теперь что у нас по кубкам? Как происходит у нас по кубкам разделение эмоций, да, либо, скажем так, пафосно скажем, любви, да, которое вы ощущаете по отношению к жизни, как мы с вами разворачиваем ее в двойке кубков? А в двойке кубков у нас два влюбленных человека. Мэ и Жо, да, как в незабвенном фильме, которых соединило дорогое мироздание, у которых происходит та самая алхимия чувств, да, вот тот самый алхимический лев с крылышками, да, извините за дилетантскую формулировку такую. Но это намек на то, что это естественным образом все происходит. Это заложено в природе самого человека испытывать двойственность эмоций, когда она одна на двоих. Эмоция — это то, в чем вы сливаетесь с миром. В отличие от меча, меч разделяет, меч делит, да, с помощью меча мы понимаем что-то, потому что разум — это то, что отделяет одно от другого, это теория науки, да, отделить одно от другого, сравнить, сопоставить, прийти к какому-то выводу. По эмоциям мы просто доверяем другому человеку, его ощущения примеряя на себя. Можно сказать, что по эмоциям, по кубкам, мы сливаемся с одним человеком в одной эмоции. Смысл кубков — слиться в одном кубке, объединиться, да, все капли воды, даже если они условно разделены существованием, по итогу все равно сливаются в один мировой океан. Каждая жизнь, которая проистекает из единого сосуда какого-то божественного существования, да, по итогу все равно приходит в единое существование, в единую душу, в единое ощущение, которое вы чувствуете. И если вы чувствуете одну и ту же эмоцию с другим человеком, да, вы как бы пьете с ним один и тот же, ну не один и тот же бокал, вы пьете каждый из своего бокала, но одно и то же вино, одну и ту же эмоцию. Вы как бы видите, что это одна и та же эмоция, только разлитая в два разных бокала. Вот тут мужской бокал, тут женский. Но если вы понимаете, что это одна и та же эмоция, то вы понимаете, что происходит просто-напросто изменение формы этой эмоции. Из мужской в женскую, из женской в мужскую, из молодой в старую, из шаловливой в какую-то спокойную. То есть это всегда двойственность эмоций, но эмоция это одна и та же. Это переход эмоций от одного человека к другому. Это происходит очень простым образом, когда люди договариваются испытывать одну эмоцию. Это какие-то мероприятия, которые направлены на разделение вот одного и того же вина по разным кубкам, на разделение одной радости среди всех гостей. Каждый праздник происходит по какому-то одному поводу. Все радуются тому, что человек там справляет новоселье, допустим. Все пришли праздновать новоселье, либо все пришли праздновать Новый год, либо день рождения. Это одна радость, одна эмоция, разделенная на два таких, ну как сказать, на два состояния, на два сюжета. Вот мой, вот твой. Так, я прошу прощения, что там у меня жужжит. Это там какой-то датчик. В общем, там, я думаю, что семейные мои разберутся. Вот. Так что, в общем и целом, это та радость, которую мы делим с другими людьми. Изменение радости происходит в любом случае, когда эмоция, радость, либо печаль, если это какой-то грустный повод, да, то это повод объединиться в одной эмоции. Но мы как бы разделяем эмоцию с кем-то еще. Понимаете? Вот. То есть, в общем и целом, двойка кубков — это всегда доверие, которое вы испытываете не столько к ситуации, сколько к какому-то другому человеку. Это всегда эмоция, которую вы разделяете с кем-то еще. Обязательно должна присутствовать вторая сторона.
Как говорится, всегда есть мороженое одному, невкусно ни мне, ни тебе, ни ему. Хочется чувствовать движение этой эмоции между разными людьми. Потому что жизнь — это и есть любовь. И если вы чувствуете, что кто-то чувствует ту же самую эмоцию, вы чувствуете эту эмоцию как бы совместно с ним. Это всегда интересно, это всегда приятно. Это называется сочувствие. Вот, как сомнение по двойке мечей, да, это два параллельных либо разноплановых мнения, две разных информации, то сочувствие, ну, если чувство хорошее, то это веселое сочувствие, да, я как бы, это совместное чувство, разделенное с другим человеком. Что же происходит по тройке? По тройке кубков. С одной стороны, это тот же самый процесс. Как бы получается так, что у нас две карты отвечают за одно и то же, если следовать моей логике. Однако, есть у нас аспект, который говорит о ограниченности этого процесса во времени. Ограниченность этого процесса во времени каким образом у нас рисуется? У нас достаточно легко узнаваемый сюжет карты. Это 3 девушки, которых называют 3 хариты. Да? То есть, либо 3 грации. От древнегреческого изящества прелесть. Да? Это обязательно молодые девушки, которые изображались втроем и обозначали собой, извините меня за, скажем так, определенную цензуру, но YouTube требует, чтобы даже такие вот древнегреческие как бы мотивы были замазаны, чтобы, не дай бог, там не промелькнула какая-то взрослая тематика. Это богини веселья и радости жизни, олицетворение изящества и привлекательности. Это обязательно молодые девушки. Они не могли быть старыми. Потому что 3 молодые девушки — это обозначение сиюминутной радости жизни. То есть нужно радоваться там, где тебя застала радость. Не откладывать ее на потом, не растягивать удовольствие. Есть радость, значит, надо радоваться. Хочется танцевать, надо танцевать. Как говорится, танцуй, пока молодой мальчик. Да, как в той песне. Тут есть элемент взаимодействия со временем. Если по двойке кубков у нас элемент взаимодействия с человеком, то тут у нас элемент взаимодействия с самой системой, самой стихией, с самим временем, которое является ощущением радости в этом моменте. Нужно радоваться, пока есть возможность. Сейчас, именно здесь, именно сейчас. Разделение какой-то эмоции с другим человеком научает вас находить правильный момент для правильного изъявления этой самой эмоции. Дело в том, что по двойке кубков ты чувствуешь разницу эмоций, да, если она вдруг есть. Ты чувствуешь, если человек не разделяет твою эмоцию, просто потому что ты чувствуешь, где он разделяет, да, то есть на контрасте. По тройке кубков ты чувствуешь своевременность проявления этой эмоции. Ты понимаешь, когда это делать правильно. Правильно это делать тогда, когда надо. Да? То есть надо радоваться жизни тогда, когда это позволяет, значит, надо радоваться. Вот. То есть ты научаешься взаимодействовать в правильный момент. Итого, у нас завязка, кульминация, развязка на этом первом знакомстве со стихией, на первом знакомстве с радостью жизни, скажем так, состоит в том, что сначала ты в целом сталкиваешься с радостью жизни, там, либо с печалью. Потом ты ищешь единомышленников, с которыми ты разделяешь это чувство. А по итогу, по третьей карте, ты научаешься делать это тогда, когда нужно, а не ходить все время там, улыбаясь, как Джокер с приклеенной улыбкой, да? По тройке кубков правильно радоваться тогда, когда нужно радоваться. И правильно печалиться тогда, когда нужно печалиться. По тройке кубков ты на свадьбе будешь орать горько и смеяться от радости. А на похоронах ты будешь разделять со всеми ту эмоцию, которую все проецируют вокруг. Ты будешь печалиться. Неправильно по тройке кубков будет радоваться там, где все печалятся. Правильно по тройке кубков будет взаимодействовать с людьми в проявлении их актуальной эмоции.
То есть итоговая тройка у нас всегда говорит о правильном взаимодействии с несколькими сторонами процесса. И взаимодействие у нас происходит и по тройке мечей, это взаимодействие двух идей, двух информационных планов, да, которые вынуждают тебя менять свою точку зрения. Это взаимодействие желаний, которые ты корректируешь свое желание и воздействуешь на желание партнера, чтобы прийти к какому-то консенсусу, к общему желанию договориться, сторговаться. Я даю тебе то, что ты хочешь, ты даешь мне то, что я хочу. И по тройке пентаклей это самое банальное взаимодействие на материальном уровне, но самое важное, как утверждает эта стихия, потому что на этом все базируется. Вот такие дела. Так что единица, то есть туз, это знакомство со стихией. Двойка — это процесс изменения этой стихии. И тройка — это умение наладить взаимодействие по результату изменения этой стихии. Вот такая завязка, кульминация. То есть острый момент у нас всегда в кульминации, всегда изменение стихии. Тройка — это то, чему мы научаемся. Вот это первая треть нашей линии. Следующая треть — это четверка, пятерка и шестерка. Начинаем с какого-то стабильного положения, потому что мы уже чему-то научились, да. Из стабильного положения мы опять идем в какую-то проблему и опять научаемся чему-то. В шестерках мы научаемся что-то получать в результате. Семерка, восьмерка, девятка, опять начиная из стабильного положения, идем через какую-то проблему, получаем какой-то благоприятный результат. Ну, хотелось бы благоприятный результат по девятке. Десятка — это отображение ваших выводов, которые вы делаете по результатам этих трех, скажем так, волн взаимодействия со стихией. Значит, на следующем этапе, на следующей лекции мы с вами поговорим о самом, скажем так, серьезном моменте вот этого числового ряда. О, скажем так, кульминации из трех карт всей смысловой, скажем так, линейки младших арканов. Вот примерно таким образом у нас с вами осуществляется погружение, глубокое погружение в младшие арканы. Я надеюсь, вам нравится, вам интересно, вам заходит. Если заходит, напишите, пожалуйста, в комментарии. Если не заходит, тоже напишите, значит, будем что-то менять, если кого-то не устраивает. Но я думаю, что вам должна зайти такая подача информации, просто потому что она, скажем так, ну не то чтобы нестандартная, но, по крайней мере, она несколько отличается от того, что обычно говорят о младших арканах. Обычно говорят, что они какие-то несерьезные, они какие-то плоские, банальные. Я и сам так часто говорю. Но это если сравнивать. Если попытаться найти какую-то глубокую философию, да, какой-то жизненный смысл в этих картах, и в этих картах тоже есть жизненный глубокий смысл. Легко находится, скажем так. Вот такие дела. Следующая треть будет через неделю в пятницу. Ну, давайте, да, особо растягивать не будем. Раз мы так бодро сегодня взялись за эту идею, то в следующую пятницу, опять же, у нас с вами будет эта тема. Будем развивать тему. Не ленитесь поставить лайк, напишите какой-нибудь комментарий, и я надеюсь, это поможет YouTube понять, что мы что-то с вами полезное делаем, то, что может быть интересно другим людям. Ну и напомню, что помогая другим людям в их работе, вы, конечно, улучшаете свою собственную карму. Рад был вас сегодня всех видеть. Пойду отдыхать, потому как пятница вечер, все-таки хочется немножко расслабиться, да, и немножко отдохнуть. Увидимся с вами в следующую пятницу. Всем спасибо за ваши реакции, за ваше участие в эфире, и до новых волнующих встреч. До свидания.